Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Сегодня вместе с вами мы начнем вязать вот такой вот классный детский комбинезончик. Смотрите, какой здоровский он получился, прям мимимишный, вот такая вот красота. Потом я покажу его, как он сидит на моей куколке. Мастер-класс по данному комбинезону очень подробный, попетельный. И будет в двух частях, потому что видео получается очень длинное, и я его разбила на две части, потому что вот эта часть подробно у меня отвязана, вот этот переход на ластовицу еще, и штанишки, рукава. И я вчера начала снимать, вот пока капюшон, вернее монтировать, и вот этот вот капюшон, и вот уже вот до вот этой части, когда смонтировала, уже у меня видео вышло на 30 минут. Поэтому вот каждая часть будет где-то по 1 часу выходит у меня. И давайте теперь расскажу про комбинезон. Вязала я его из пряжи Alize Superlana Maxi в одну ниточку. Резинку вязала спицами номер 4 мм. Основное полотно вязала спицами номер 5 миллиметров. Очень мне понравилась пряжа, она мне приходила с интернет-магазина пряжа.су. Я оставлю вам промокод на скидку, и надо всего 4 мотка. Если быть точной, то ушло 350 грамм пряжи у меня на комбинезон. И давайте расскажу, что это за пряжа. Цвет 55, обычный белый цвет, 100 грамм 100 метров. И состав у нее 75% акрил и 25% шерсть. Так что вот 4 моточка вполне хватает. И еще 50 грамм у вас останется там на шапочку, либо на пинетки. Итак, вот такой вот комбинезон получился. Он у меня от 0 до 3 месяцев. И давайте я, наверное, замеры сделаю. Вот именно этот комбинезон мне нравится, он получился такой, как мне прям надо по размеру, именно от 0 до 3 месяцев. Видите, ширина вот 24-25 где-то вот сантиметров, вот даже вот по груди как раз само то. Рукава, ширина как положено, вот 11 сантиметров для малыша. Длина рукава тоже с подгибом на вырост. Вот если вот так. Тем более платочная вязка, она еще тянется 12 сантиметров и еще 5 сантиметров, где-то 17. Вот 5 сантиметров резинка, 17 сантиметров выходит рукав. Вот такой вот он отворачивается. Далее по передней части вот этот клапан у меня 29 вот 30 сантиметров, все как в табличке, кстати. Далее штанины, ширина их 12 сантиметров, длина от ластовицы вот 11, ну 17 сантиметров, тоже так же как и рукава у меня получается. Плюс еще здесь будет у меня подворотик. Все. По спинке идет просто платочная вязка и вот такой вот капюшон. Вяжется от макушки, от вот этой вот части, прям цельный вязаный комбинезон. Все полностью вяжется и сшивается только вот здесь ластовица. Она, конечно, обязательно тоже есть. И давайте покажу, вот как комбинезон расстегивается. И давайте сейчас нарядим малыша. Сейчас я возьму куколку. Очень, кстати, удобно. Вот так вот открывается. Если у вас малыш спит, его положила, одел. Сейчас оденем. Конечно же, на голое тело вы же не будете, да? Вот у меня моя кукла. И будем одевать. Ну, конечно, малыша так никто брать не будет, как я сейчас куклу. И нарядим. Так, рукава. Так, штанины. Куклу я брала на Алиэкспресс. Мне часто спрашивают, где я ее покупала. Покупала на Алиэкспресс. Есть распаковка на данную куклу. Так, рукав. Комбинезон очень теплый получился. И вот видите, вот так клапан закрываем. И все, и застегиваем пуговки.
Очень хорошо сидит, кстати. Можно на выписку связать. Белый цвет вообще, я считаю, он универсальный. Можно и мальчику, и девочке, и без разницы. Так вот, застегнула. И последнюю пуговку. Все. Итак, сейчас я положу ей подушечку под голову. И вот, чтобы вам было хорошо видно, я положила. Видите, как хорошо вот он сидит по ширине. Теперь все идеально, да. Вот штанины, все тоже вот очень хорошо. Вот по боковой части. Вот здесь косы, все красиво. Подрезики. Видите, по шее очень хорошо. Капюшон. Вот. Комбинезон сидит просто идеально. Размер моей куколки как раз как новорожденного ребеночка. Полностью размер, по-моему, где-то 51-55 сантиметров. И обхват груди, талии, все точно так же. Видите, он ей не широкий. Вот эта длина, да, ластовица длинновата, поэтому штанины можете связать еще длиннее. И даже этот комбинезон можно, мне кажется, доносить где-то до, ну не знаю, может быть 4-5 месяцев. Все, конечно, зависит от размера малыша. Так что вот так выглядит комбинезон по передней части. И вот так, видите, теперь не широко, ничего, самое хорошо по спинке. И под низ можно что-то пододеть. Все. Итак, вот так выглядит у меня комбинезончик, да, если это будет на малыше. И давайте перейдем к расчетам. Расчеты, смотрите, как я уже сказала, спицы 4,5 мм. Образец я вязала лицевой гладью. И получилось 11 образец лицевой гладью спицами 5 мм. Так, 11 петель 9 сантиметров у меня вышло. Начинаем все-таки сначала рассчитывать реглан, вот эту часть у горловины. Окружность горловины я взяла 24 сантиметра. Далее плотность вязания 11 разделила на 9 и умножила на 24, будет 30 петель. Регланная линия 2 петли, вот 2 петли регланная линия. Умножить на 4 регланных линии будет 8 петель. 30 отнимаем 8, будет 22 петли. Делим на 3. Я обычно беру на спинку и перед больше петель, на рукава меньше, чтобы рукава не были широкими. Поэтому взяла 8, 8 и 6 петель на рукава. Эти 6 петель я разделила еще раз на 2. И рукав будет всего лишь 3 петли. Далее это все суммируем. Регланные линии 8 петель, рукава 6 петель, спинка 8 петель, планка 8 петель, кромочная 2 петли. 32 петли у меня горловина. Вот это вот. Далее высчитываем капюшон. Высота капюшона 20 сантиметров, глубина 22 сантиметра, это с отворота. Вот это глубина. Постараюсь ставить таблицу вот этого с высоты и глубины капюшона до года. Далее 11 делим на 9 и умножаем на 22. 22 это глубина именно капюшона. Вот так, вот эта часть, вот она. Вот глубина, вот эта вот глубина 22 сантиметра. Умножить на 22 будет 26. И 26 умножить на 2, 52 петли будем набирать на капюшон. Так как мы начинаем вязать вот от этой части. И набираем вот как бы на 2 спицы на обе стороны. И вяжем вот таким вот образом. Туда, обратно, туда, обратно. И получается вывязываем высоту капюшона. Далее, ну у нас же здесь 52 петли. А вот здесь мы посчитали 32 петли. 52 минус 32 будет 20 петель. Надо сократить до того момента, когда мы дойдем до горловины. За вот эти 20 сантиметров высоты. 20 петель, так как с двух сторон сокращение у капюшона. Вот видите, с двух сторон. Здесь вот 52 петли, потом начинаем сокращать, чтобы было 32 петли. Вот.
Поэтому я 20 поделила на 2, будет 10 раз по 2 петли сокращаем. Но изначально, когда мы наберем на капюшон 52 петли, будем вязать прямо 10 сантиметров. Все. Я думаю, этот момент понятен, да? Далее будут остальные расчеты во второй части, когда будем вязать клапан. Это мы сейчас в этой части, что мы будем вязать? Мы наберем петли на капюшон. Начнем сверху вниз вязать капюшон. Сделаем вот эти вот убавления. Да, росток. И здесь идет росток анатомический поверху. Поэтому рукава я поделила еще 3 петли у нас рукав, 2 петли со стороны спинки, 1 петля со стороны переда. Еще пополам я поделил 2 точки разворота. Вот у меня будет 2 и 1. Мы будем вязать каким образом? Мы начинаем вот от передней части, вяжем, делаем прибавки перед, вот здесь регланная линия, со стороны планки мы не делаем, но это уже потом расскажу. Довязываем до вот это 2 петли от рукава провязываем, разворачиваемся, вяжем обратно, 2 петли довязываем, разворачиваемся, вяжем обратно, 1 петлю захватываем, разворачиваемся, вяжем обратно, 1 петлю захватываем и разворачиваемся и заканчиваем вот этот ряд. Будет вот такой росток. Все в этом видео, поэтому видео длинное. Так, вывяжем росток. Далее вывяжем регланную линию, она у меня 10 сантиметров. Добавим подрезы, отделим петли рукавов и вывяжем вот эту длину до нужной длины, вот этой вот. Все. В следующей части будем рассчитывать вот этот передний клапан, вязать штанины и рукава. Все, переступаем теперь к вязанию капюшона. Итак, я беру спицы номер 5 миллиметров. Начинать будем с капюшона. На капюшоне у нас, как я уже сказала, 52 петли. Нам надо набрать 26. Как мы будем набирать? Смотрите, делаем начальную петлю. Ну, как обычно я ее делаю. Так вот, набрали петлю. Смотрите, берем вторую спицу, вот так вместе складываем. Вот. И набираем. Смотрите, вот обвиваем. Вот раз. И у нас на одной и на второй спице, да, по одной петле. И продолжаем так дальше набирать. Обвивать восьмеркой. Раз, здесь 2 петли. Раз, здесь тоже 2 петли. 3 петли, 3 петли, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот так обвиваем, пока по 26 петель у нас не будет. Все, вот я набрала петли вот таким вот образом, переворачиваю по 26 петель на каждой спице у меня получается, и будем вязать туда, сюда, вот таким вот образом будем вязать, и будет формироваться капюшон. Вот вытаскиваем спицу и начинаем вязать лицевыми петлями. Одну сторону, потом вторую. Здесь, видите, такие большие отверстия образуются, ничего страшного. Продолжаем вязать, не боимся этого. Просто смотрите, чтобы вот здесь ничего у вас не перекрутилось. Вот сейчас провяжем одну сторону. Я вместе с вами провяжу, потом вторую. Смотрите, вот я заканчиваю до конца, да? Довязываю.
Вот довязала, последнюю петлю провязываю. И смотрите, мы разворачиваемся и как бы по кругу вяжем вот эту теперь сторону. Вытягиваем спицу и провязываем вторую сторону. Вот так гармошечкой собираем, берем рабочую нить, вот эту спицу вытягиваем и провязываем вторую сторону. Вот вяжем. Это мы пока вяжем еще только первый ряд по кругу капюшона, чтобы не сшивать его сверху на макушке. От макушки начинаем вязать. Так, вот. Сейчас довяжу. Камеру не выключаю специально, потому что в прошлом мастер-классе немножечко недопоняли этот момент. Поэтому прям все начало провяжу вместе с вами. Так, вот осталось несколько петель. Это заканчиваем вязать первый ряд. Последняя петля изнаночная. Вот, провязали. Разворачиваем вязание. Смотрите, на изнаночную как бы сторону. И будем вязать в обратную сторону. Вот. Смотрите, тоже лицевыми петлями. Первую снимаем и вяжем первый ряд также лицевыми снова петлями. А там уже выберите, какая вам лицевая сторона больше нравится по вот этому верхнему шву. Вот сейчас я довяжу снова до края. Перед это у нас вот здесь будет. Вы можете поставить маркер, что это у лица часть, которая будет отворачиваться. Так, а хвостик это затылок. Вот сейчас мы, смотрите, довяжем до хвостика вот этого лицевыми петлями. Вот довязала, смотрите, лицевыми. Разворачиваюсь и вяжу вторую сторону. Проталкиваю. И начинаю вязать вторую сторону. Вот здесь потуже подтянем, потому что это макушка, чтобы здесь не образовалось никакой дырочки. И вяжем лицевыми петлями до края. Сейчас дойдем до края. Это второй ряд вяжем еще мы до сих пор. Я думаю, сейчас вы поймете, что мы вяжем и как вяжем. Вот лицевыми сейчас дойду до края. Вот я дохожу, смотрите, до края. И это край, поэтому, смотрите, провязали, а последнюю петлю вяжу изнаночной. Провязала изнаночной и разворачиваю вязание. Снова вяжу лицевыми петлями третий ряд не по кругу, а полукруг получается. И так вяжем 10 сантиметров. Потом будем делать убавление. Вот сейчас я вам покажу третий ряд. Вот видите, вот эта передняя часть, вот это. А капюшон вот мы вяжем вот так, раз, дошли, раз, в другую сторону. И вот таким вот образом туда-обратно мы вяжем. Все, вот третий ряд, где вот этот хвостик там мы заворачиваем. Всегда вяжем лицевыми, так как капюшон идет платочной вязкой. Вот, дошла я лицевыми петлями. Видите, здесь хвостик, поэтому здесь идет поворот. Поворачиваем. И вяжем лицевыми. Берем нитку. И берем. И вяжем лицевыми. Вот здесь, именно на повороте, надо хорошо подтянуть нить.
И все, и вот так вяжете самостоятельно. Вот третий ряд, смотрите, я сейчас довяжу, развернусь и буду вязать другую сторону. Так, вот, довязываем. А здесь уже идет кромочная петля. Здесь мы провязываем изнаночная ее. Все, разворачиваюсь и вяжу в обратную сторону. Потом, когда уже тут 10 сантиметров будет, и вот смотрите, вот это лицевая, либо изнаночная. Ну, я бы вот эту лицевую сделала сторону, поэтому вот этот хвостик на вторую сторону вот так делаем. Все. И вот это у нас будет лицевая сторона. Итак, довязываем, пока вот эта высота от вот этой центральной части, вот это, не будет 10 сантиметров. Смотрите, я связала 10 сантиметров. Высота капюшона должна быть 20. Так, тут даже у меня больше 10, да, нет, вот 10 сантиметров вот от центра. Вот она верхняя часть, как вы поняли, мы вот таким вот образом вяжем. Если вот так сложить, вот что получается. Далее, смотрите, 26 петель и стоит маркер и 26 петель. Далее будем убавки делать по затылочной части в двух местах. У нас 52 петли, мы должны прийти к 32 петлям для горловины. Итак, вот я отсчитываю 4 петли, они неизменные будут, а всегда перед этими 4 петлями мы будем вот здесь 2 вместе провязывать. Поставлю маркер и со второй стороны 4 петли. И надо поставить маркер. И после этих 4 петель, вот, каждый раз вот здесь будем убавлять петли. И вот здесь будем убавлять петли с двух сторон. И также вязать туда-сюда. Пока наша высота не будет, будем 10 раз делать убавление по лицевой стороне. Вот он, хвостик. И вот такая вот полоса с изнаночной идет стороны. Вот я внутрь это перенесла, потому что вот этот шов мне больше нравится с этой стороны. И буду убавлять 10 раз. Всего это получается 20 петель. Вот вяжем лицевыми петлями. Там, где я поставила маркер, до маркера. Сейчас я вот довяжу. И 2 петли вместе провяжу. Потом в обратную сторону все лицевые. Потом снова убавление. Вот видите, я не довязала 2 петли. И вот как я вяжу лицевые петли, так я 2 вместе и провяжу. Вот таким вот образом. 2 вместе и провязала. Перекидываю маркер. И дальше вяжу. Это центр. Здесь можно убрать маркер, чтобы вы не путались. И вот так дальше вяжу. Перекидываю маркер. И вот здесь я точно так же 2 вместе просто как вязала. Так просто 2 вместе после маркера и провязала. И вяжем дальше. Это лицевая сторона, сделали убавление. Можно считать убавки. 10 раз вы убавляете. 20 петель и останется 32 петли у вас. Ну и у меня тоже. Итак, вот я довязываю до конца. Лицевая и изнаночная. Разворачиваю вязание. Это изнаночная сторона. Здесь вяжу весь ряд лицевыми петлями без убавления. Убавки идут через один ряд. Все. Обратно вяжете, снова делаете убавление. И вот так вяжете капюшон. Когда вы уже довяжете убавление, и если не будет хватать 20 сантиметров высоту, просто вяжете поворотными рядами туда-обратно нужную длину на 32 петлях. Видите, вот здесь вот я дохожу до маркера, здесь убавление не делаю, просто вяжу дальше. Все, я сейчас свяжу капюшончик и покажу. Итак, смотрите, капюшончик у меня уже готов. Это платочная вязка, поэтому ее надо вот так подрастягивать.
Вот они, вот эти убавления, которые мы делали. Вот 2 полосы. Вот так стала торчать макушка. И я довязала нужную мне длину. Как раз, да что ж такое. Довязала убавки и провязала еще 2 ряда. И вот если замерять от макушки, то вот у меня 20 сантиметров как раз и получилось. Все. Далее будем расставлять реглан линии сейчас и вязать росточек. По расчетам, которые я вам показывала, мы начинаем расставлять маркеры. От начала ряда вот 5 петель отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель отсчитываем. Это будет планка идти. Ставим маркер. Далее 2 петли, регланная линия. Ставим маркер. 3 петли платочной, 3 петли рукава. Вот. 2 петли идет регланная линия. По спинке 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ставим маркер. 2 петли. Ставим маркер. 3 петли рукав. Ставим маркер. И 2 петли регланная линия. И останется 5 петель. Это у нас будет планочка. Вот они. 1, 2, 3, 4, 5 петель. Но смотрите, рукав нам надо еще разбить на 2 части, так как будем вязать сейчас росток и укороченными рядами. Здесь будем провязывать несколько рядов. Так, берем еще маркеры и сейчас поставим. Смотрите, я взяла 2 маркера. Вот они, петли спинки у нас. От спинки, вот она регланная линия, отсчитываем 2 петли и ставим маркер в рукавах. Рукав от края 1 петля, от спинки 2 петли. Так, я взяла зеленый маркер, ну, надеюсь, мы не перепутаем, да, я буду вместе с вами сейчас провязывать. Тут от спинки регланная линия и 2 петли. Вот, поставили маркер. Все, поставили. Далее сейчас будем вязать укороченные ряды. В начале регланной линии по переду с одной и со второй стороны не прибавляются петли. Петли начинают прибавляться в регланной линии только уже в рукавах. Сейчас вместе с вами мы это все провяжем. Так, вот у нас начало ряда и начинаем вязать. Первую петлю снимаем, вяжем петли планки. Лицевыми петлями вяжем, провязали. Начинается регланная линия. Здесь мы не прибавляем петли. Здесь перекидываем маркер, просто вяжем лицевыми. А после регланной линии уже добавляем петлю. Вот поднимаем с краю. Вот видите, у петли вот здесь есть такая вот петелька. Давайте поближе вот покажу. Есть вот такая вот петелечка, мы ее, вот она, поднимаем и провязываем лицевой. Вяжем дальше лицевыми. Здесь 3 петли идут рукава, пока мы проходим эту точку разворота, маркер, который мы провязали. Дошли до регланной линии, которая у нас по спинке, и здесь тоже прибавляем. Вот от петли в сторону берем и прибавляем, перекидываем маркер. У меня расстегнулся. 2 лицевые, перекидываем маркер и снова вот здесь вот поднимаем и лицевой провязываем. Все, провязываем петли спинки. Все, конечно, шуршит. Надеюсь, вам сильно не мешает мое шуршание полотна. Дошли до маркера, поднимаем,
Вот за этот край лицевую добавляем. Можно поднимать, конечно, все от вашего желания зависит. 2 лицевые. Перекидываем маркер. Снова делаем прибавку и доходим до первой точки разворота. Провязываем 2 лицевые. Убираем вот этот маркер. Все, мы дошли. Разворачиваемся на этом этапе. До конца не довязываем ряд. Снимаем петлю на правую спицу и вот таким образом перекидываем, и образуется двойная петля. Вяжем лицевыми петлями в обратную сторону. Все петли лицевые. Ничего не добавляем, не прибавляем. Просто все вяжем лицевыми. Кажется, на весу надо вязать, тогда не шуршит. Лицевыми. Дошли до регланной линии. Маркер перекидываем. 2 лицевые регланные линии. Перекидываем маркер. И так как мы прибавляли, здесь уже 3 лицевые петли до точки разворота. Вот она, точка разворота, которую мы стали, убираем. И разворачиваемся на этом этапе. Вот здесь. Вот они от рукава регланной линии. Здесь 2 петли, так как добавляли. Разворачиваемся, снимаем петлю, перекидываем, чтобы была двойная петля, провязываем 1 лицевую, 2, так как это лицевая сторона, делаем прибавление вот перед регланной линией, 2 лицевые, перекидываем маркер и после регланной линии вот поднимаем. Все. Сделали прибавление перед и после регланной линии, вяжем петли спинки. И так как лицевая сторона, снова делаем прибавление. Дошли до регланной линии, вот одна прибавка перед регланной линией, 2 лицевые, перекидываем маркер и 2 прибавка. Прибавили, и смотрите, вот мы 1 петлю прибавляем, вяжем 2, двойную петлю провязываем и захватываем еще 1 лицевую петлю прямо перед регланной линией и разворачиваемся. Развернулись, снимаем петлю, перекидываем вот таким вот образом, чтобы затягиваем, двойная петля, вяжем в обратную сторону лицевыми петлями до 2 точки, уже 3, наверное, точки разворота. Это изнаночная сторона, поэтому здесь просто вяжем лицевыми. Так. Вот. Дошли до регланной линии, перекидываем маркер 1, 2, регланная линия, перекидываем маркер, вяжем лицевые 1, 2, 3, провязываем двойную петлю, и как вы помните, с той стороны 1 лицевая, а это уже перед регланной линией, которую петлю мы добавили. И вот здесь мы сейчас разворачиваемся последний раз и вяжем ряд до конца и делаем прибавление. Снимаем петлю, снова вот таким образом перекидываем, вяжем лицевыми петлями, делаем вот прибавление перед регланной линией, после регланной линии делаем прибавление, провязываем петли спинки, так вот дошли до регланной линии, делаем прибавки перед регланной линией, перекидываем маркер 2 лицевые, перекидываем маркер после регланной линии и петли рукава провязываем,
двойную петлю провязываем, дошли до регланной линии, делаем прибавление, вот, сделали прибавление перед регланной линией. И как вы помните, со второй стороны, вот здесь перед планкой, мы не делаем прибавки. Вот видите, мы дошли до конца. Здесь просто вяжем лицевыми петлями до конца. Кромочная и изнаночная. Все, провязали, разворачиваем вязание. В обратную сторону весь ряд провязываем лицевыми петлями, без убавок, без прибавок. Все, вот таким вот образом все петли вяжем лицевыми. Это мы провязали росток. Далее будем просто делать прибавления только в регланных линиях. Сейчас я вам один ряд покажу, потом будете вязать самостоятельно. Итак, сейчас я довяжу этот ряд. Смотрите, когда обратно вязать будете, да, здесь попадает вот двойная петля, попадется вам. Ее просто провязываете лицевой вот такой, как вы вязали, и довязывайте до конца. Все петли лицевые. И кромочная только изнаночной. Вот кромочная, изнаночная. Все. Мы связали росточек. Это такое небольшое углубление по спине будет. Вот. Ну, его не видно в платочной вязке практически. Это будет ощутимо, когда потом ребенку будете одевать, и передняя часть, она просто не будет на ротик заходить ребенку. Все. Далее вяжем. Смотрите, как все ряды. Это лицевая сторона. И делаем прибавление перед и после регланной линии, кроме вот этой части передней. Не здесь спереди не добавляем, не вот здесь. Это идет планка 5 петель. Здесь мы не добавляем петли. Здесь просто провязываем лицевыми. Вот вяжем лицевыми, перекидываем маркер. А здесь уже, вот видите, мы вяжем лицевые и добавляем петли, перекидываем маркер. После регланной линии мы поднимаем вот эту крайнюю петлю, провязываем лицевой, вяжем петли рукава. И регланная линия, снова делаем прибавки перед регланной линией. Почему-то она расстегивается всегда. Сейчас я ее заменю. 2 лицевые. И после регланной линии делаем прибавление. Вяжем петли спинки до регланной линии снова. И снова делаем там прибавку. Так, вот я довязываю до регланной линии, потому что дальше вы самостоятельно будете вязать. Я сейчас покажу вам здесь и все. Дошла, делаем прибавление, перекидываем маркер, 2 лицевые, перекидываем маркер, прибавляем петлю, поднимаем, прибавляем, петли провязываем в рукава. Смотрите, регланная линия. Со стороны рукава мы делаем прибавление, перекидываем маркер, а уже со стороны планки не делаем прибавку, просто провязываем лицевыми и изнаночной. Все, провязали. В обратную сторону разворачиваетесь, все петли вяжете лицевыми. Делаем прибавки в регланных линиях, не забываем, что где планка, не делаем. Все, сейчас провяжу и встретимся. И смотрите, я довязала, так, все заворачивается, регланную линию. Давайте вот так, наверное, разверну. 10 сантиметров. Но смотрите, ориентироваться надо не только на регланную линию, но и на ширину спинки. Вот если померить регланную линию, это платочная вязка 10 сантиметров. Плюс это все еще, конечно же, видите, потянется. И еще такой момент. Обхват
груди малыша от 0 до 3 месяцев где-то 44 сантиметра. Плюс 4 сантиметра на свободу облегания будет 48, да? 48 делим на 2, значит ширина спинки переда 24 сантиметра должна быть. Одна регланная линия у нас уйдет в спинку, поэтому мы замеряем от одной регланной линии и вот так ширину спинку до второй регланной линии. Здесь у меня 23 сантиметра. Но не забываем, я всегда делаю подрезы. Если вы подрезы не делаете, то вяжите еще, чтобы ширина спинки была 24 сантиметра. И убираете рукава и перед спинку вместе вяжете. Но я буду добавлять подрезы, 2 петли, не знаю, я всегда добавляю подрезы. 2 петли подреза, вот, это уже где-то 1,5 сантиметра. Поэтому я сейчас добавлю петли подрезов, и как раз будет ширина, как мне надо, 24 будет сантиметра. Все, далее, смотрите, надо взять 2 ниточки для снятия рукавов. Итак, нитку с иголкой я взяла, сейчас будем отделять перед от спинки. Итак, здесь планку провязываем лицевыми петлями. Прибавок, как вы помните, мы не делали. Маркер, ну, пусть будет 1 лицевая петля от регланной линии, она уходит в тело. И вот как назло, видите, у меня здесь узелок, смена нити. Второй моточек я начала. И как назло здесь так получилось, ну ладно. Так, все, берем и вот берем нить и снимаем. 1 регланная линия уходит в рукав. Убираем маркер и считаем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 петли у нас в рукав. Вот 1 регланная линия у нас уходит в рукав. Здесь завязываем. Все, завязали. Добавляем 2 петли подрезов. Вот 1 петля. Да, такой узелок. Так, ладно, сейчас вот это распущу и заново начну. Итак, вот петли, да, и доделаем 2 петли подрез. 1 и 2. 2 петли подрез сделали. И петли спинки тоже провязываем. 1 регланная линия уходит в петли спинки. Вот 1 петля, перекидываем маркер, и сейчас я провяжу все петли спинки, и 1 регланная линия уйдет тоже в спинку, и скажу, сколько это петель. Сейчас провязываем, вот рукавчик уже отделили. По спинке 28 петель от реглана до реглана, так, да? Да, 28 петель. Маркер перекидываем. 1 регланная линия уходит в спинку. С 2 регланными линиями будет 30 петель. И плюс 2 петли подреза. Все. И будет у нас 32 петли по спинке. Далее петли рукава второго снимаем. Берем ниточку, иголочку и снимаем петли второго рукава. 1 регланная линия тоже у нас уйдет в тело. Ой, в рукав. Вот 1 регланная линия уходит в рукав. И переснимаем петли. И с той стороны тоже регланную линию убираем 1 в рукав. Так, снимаем. Смотрите, вот я дошла до регланной линии, убираю, да. И 1 петлю уходит, вот 1 петля уходит в рукав. Вытягиваем и завязываем. Все. Завязываем. Здесь 2 петли мы уже подрез добавили и вяжем, довязываем вот здесь вот лицевыми петлями. Теперь вяжем туда обратно
поворотными рядами, последняя петля изнаночная. Все, разворачиваем вязание в обратную сторону лицевыми и только лицевыми туда-сюда вяжем. И сейчас скажу, сколько это сантиметров надо. Видите, уже вверх сделан. Итак, смотрите, у меня есть вот такая вот таблица. Вот. И есть вот эта вот длина по переду планки, да, от спинки и вот по переду. И она от 0 до 3 месяцев 26 сантиметров, от 3 до 6 месяцев 29, от 6 до 9 33, от 9 до 12 37. Я вяжу комбинезон от 0 до 3, значит мне надо 26 сантиметров. Поэтому сейчас я буду вязать, вот чтобы вот эта планка была 26 сантиметров. Пусть будет по переду. Вот где мы отделили, да, вот начали росток вязать, вот отсюда берем, измеряем вот так вниз, 26 сантиметров должно быть у нас вот отсюда, вот так вяжем 26 сантиметров и немного растягиваем. Когда это все провяжем, будем начинать вязать передний клапан. Все, вяжем лицевыми петлями вот эту вот длину.